Я, конечно, немного прифигел, когда наткнулся на GitHub на библиотеку, с помощью которой можно поднять базу данных SQLite 3 для ASP8266 в среде Arduino IDE. Вернее сказать, офигел 3 раза. Первый раз, когда увидел библиотеку, второй, когда у меня без ошибок скомпилировался файл примера из нее, и третий, когда увидел, что это работает. Я не буду сегодня объяснять, что такое SQL, учить языку запросов и тому подобное, поскольку эта тема очень обширная, а в интернет архидофига материалов на эту тему. Хочу лишь поделиться тем, что есть реализованное решение для ASP8266 и ESP32 для организации баз данных на движке SQLite 3. А поскольку я не сразу разобрался с файлом примера, и вы, зрители моего канала, выразили интерес к этой теме, то и решил записать этот обзор. Зачем это вообще нужно? Дело в том, что в среде Arduino для ESP нет ни одной маломальски удобной и быстрой системы для хранения и обработки логов, множественных конфигов, да и вообще функционал работы со строками крайне скуден. SQLite, во-первых, позволяет хранить большие объемы упорядоченных данных, во-вторых, предоставляет возможность использовать индексы для ускоренной выборки именно тех данных, которые нас интересуют, а в-третьих, имеет встроенный функционал для шаблонной выборки данных, их сортировки, обработки, изменения и еще много-много-много чего очень вкусного и полезного. Итак, библиотека позволяет организовать базу данных как во встроенной файловой системе ESP, так и на SD-карте. Так как флеш-память имеет ограниченное количество циклов перезаписи, то встроенную файловую систему целесообразно использовать в том случае, если нам часто надо выбирать что-то из базы и иногда что-то в нее записывать. Если же нужна интенсивная запись, то лучше использовать SD-карту. Во избежание недопониманий я сразу скажу, что интенсивная – это несколько раз в минуту. Если же вы собираетесь не чаще раза в минуту логировать в базу показания с датчиков, которые занимают небольшой объем, то у вас и место в файловой системе заполнится не скоро, а критическое для флеш-памяти количество перезаписей может произойти только через несколько лет. В целом это вопрос организации логирования и структуры базы данных. Насколько быстро работает SQLite на ESP? Авторы библиотеки утверждают, что выборка данных из таблицы с 10 миллионами записей занимает около 1 секунды на ESP8266 и около 700 миллисекунд на ESP32 при использовании индексов. Библиотека для ESP32 работает, так сказать, из коробки и не требует никаких зависимостей, то есть установки дополнительных библиотек. В файле README даже есть рекомендации по подключению модуля SD-карты, чтобы все работало быстрее. Если же говорить о ESP8266, то для использования модуля SD-карты требуется установка библиотеки SDFAT. Ссылки на все вы найдете в описании под этим видео. Также функционал библиотеки для ESP8266 выжирает немалое количество ресурсов контроллера. Запросы на выборку перегружают программный стек, и модуль либо выплевывает в serial ошибку out of memory, либо уходит в ребут. Эта проблема решается увеличением размера выделенного под стек пространства. По умолчанию это 4 килобайта. Заходим в файл cont.h, у меня этот файл находится на диске по адресу, который вы можете сейчас видеть на экране. Здесь, конечно же, вам надо вместо имени пользователя А в адресной строке после users подставить свое имя пользователя. Либо просто найдите этот файл через поиск, предварительно включив в настройках поиска разрешение искать в скрытых папках. Здесь нам надо просто поменять значение параметра constStackSize с 4096 по меньшей мере на 6144. Если проблема перезагрузки модуля будет проявляться, то можно еще несколько увеличить. Затем перезагружаем среду Arduino IDE и проверяем. В общем, я взял файл примера для SPI FFC и ESP8266, выкинул из него все лишнее, несколько изменил структуру обработчика, переделал подвод запросов под серийный порт и расписал все комментариями, чтобы было понятно, где, что и как работает. Давайте разберем некоторые моменты в скетче, остальное, надеюсь, вам будет понятно из комментариев. В первой строке подключаем основную библиотеку SQLite. Затем подключаем библиотеку для работы с Virtual File System. Она устанавливается вместе с первой библиотекой, отдельно ее ставить не надо. Виртуальная файловая система – это эспрессовская фишка, если коротко, то с помощью функционала этой библиотеки можно организовать многопоточную обработку данных, хранящихся в файловой системе. Библиотеку ESP8266 Wi-Fi в данном скетче подключаем только для того, чтобы разогнать проц-контроллера с 80 МГц до 160. В ней есть соответствующая функция, она вызывается ниже в блоке Setup. Здесь создаем объект для работы с базой данных. Далее следует функция, которая обрабатывает SQL-запросы.
В ней определяем ссылку на драйвер базы для Virtual File System, создаем объект типа файла, инициализируем драйвер и затем пытаемся подключиться к базе. Если файла базы нет в памяти модуля, то файл создастся автоматически. Кстати, когда VFS отработает, то файл будет лежать в корне файловой системы. Префикс flash нужен только для VFS. Если подключение к BD прошло успешно, то запускаем обработчик SQL запроса. Каждый возвращаемый ряд данных будет поочередно передавать функции callback. Она чуть ниже. Дальше просто выводится уведомление о статусе обработки запроса и время его выполнения, ну либо сообщение об ошибке с детализацией. Давайте глянем на функцию callback. Эта функция получает на вход сообщение, которое я посчитал лишним, и оно не используется в моем примере. Далее количество значений в одном ряде ответа на SQL запрос, массив со значениями и массив с названиями столбцов этих значений. В теле функции эти значения выводятся на монитор серийного порта по мере их перебора в цикле. В блоке setup вроде все должно быть понятно из комментариев. В блоке loop считываем запросы из серийного порта, переводим в массив символов, поскольку обработчик запросов SQL требует такой формат. И далее отправляем на обработку. В заключение хотелось бы еще добавить, что исходя из сравнения с пустым скомпилированным скетчем, весь необходимый для работы с SQLite функционал кушает примерно 30% динамической памяти ESP8266. В принципе, вполне приемлемое значение, учитывая все блага, которые мы получаем в итоге. Пользуйтесь удовольствием, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете, мне интересно знать ваше мнение. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Все вопросы, связанные с использованием данных библиотек, мы можем обсудить в группе ВКонтакте по ссылке под данным видео. А на сегодня это все.